вон там. А с ним Уэйд. И тяжело ранен. Кровь так и хлещет. Уэйд говорит, что он долго не протянет. С одним и другим в этом уже не помочь. Нет, он батальонный хирург, сэр. Надо позвать его. Уэйд! Гаси свою задницу! Уэйд! 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 Забери его. Получилось! Черт, кровь остановили! Мы остановили кровь! Черт! Проклятье! Ты сволочь! Дай нам хоть один шанс! Мись, пошли, вонючая сука! Уэйд! Я рад вас приветствовать на своем канале любителей онлайн-игр. Сегодня я бы хотел поговорить о такой игре, как Постскриптум, а именно о роли медика в данной игре. 98% от всего наигранного времени я играл за медика. И сегодня я готов поделиться небольшими секретами и рассказать о некоторых моментах, которые, надеюсь, вам помогут в достижении эффективности в данной игре. В этом видео речь пойдет непосредственно о действиях военного медика в игре и о его возможностях. Мы не будем сегодня рассматривать полную экипировку медика и механику управления, но если все-таки кто-то заинтересуется или у него возникнут вопросы, мы будем рады помочь и все объяснить. Заходите к нам на наш Discord канал, ссылка будет в описании под видео. А в конце видео я расскажу пару секретов, о которых, возможно, вы и не знали. Ну что, начнем? Роль медика очень важна в игре. При правильном использовании ресурсов и тактических действий медик принесет неоценимую пользу своей команде. Много раз сталкивался с тем, что игрок, взяв роль медика, забывает о прямом его предназначении и играет как простой боец, стараясь убить как можно больше врагов. Но задача у медика состоит в том, чтобы поднять, так сказать, оживить как можно больше игроков своей команды и при этом как можно меньше погибнуть самому. Надо помнить и понимать, что каждый оживленный солдат – это сохраненный тикет, а порой от количества всего лишь несколько тикетов зависит исход игры. У медика в наличии имеется в запасе 15 бинтов и 15 шприцов с морфием, за исключением медика немецкой стороны. У них число шприцов не ограничено. Убитого бойца вы вначале уколом шприца оживляете, но это еще не все. Раненого надо еще вылечить до конца, и тут медики используют бинт. Порой на лечение одного солдата может израсходовать целых 2 бинта, но были и случаи, что до полного излечения приходилось тратить все 3. Вот тут я точно сказать не могу, от чего это зависит. От степени ранения или это баг в игре. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, так как мне самому этот вопрос не дает покоя. Буду рад обсудить это вместе с вами. Главное помните, медик в игре всего за несколько секунд может вылечить раненого солдата до полной боевой готовности. Поэтому именно медик первая цель у врага. Если не убить медика, то он вылечит всю команду. И для этого противник использует такую тактику. Подстрелив одного, он ждет, когда к раненому подойдет медик, чтобы его вылечить. Ждет, когда раненого оживят, а потом уничтожает сразу обоих. И вот некоторые советы для тех, кто будет или уже играет в роли медика в постскриптуме. Перед началом игры, если у вас полное отделение, состоящее из 9 человек, сразу договоритесь со вторым медиком из отряда, кто из вас будет рядом с командиром, чтобы потом не было путаницы и недопонимания, когда поступит команда складного, чтобы с ним или к нему выдвигался один из медиков. Перед игрой, да и во время игры, напоминайте своим друзьям, чтобы они понапрасну не гивапались. Пусть перед тем, как нажать кнопку рестара, вначале уточнят у медика, сможет он их поднять или нет. Медики, чаще смотрите на карту. Только медик отчетливо видит на карте раненых. Они выделены красным круглым значком. Сообщайте своему командиру о большом скоплении раненых, о том или ином месте. Значит, там есть контакт с врагом. Точно указывайте координаты, используя компас и карту. Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Не флудите в радиостанцию. Вашему командиру без того хватает. Пожалейте его уши и психику. Он постоянно поддерживает связь с командирами других отделений, а также координирует свои действия с командиром стороны. Может просто получиться так, что среди всего флуда он не расслышит какое-нибудь важное сообщение, и это может повлиять на исход игры.
Контролируйте ситуацию, не допускайте того, чтобы одного бойца поднимали сразу двое медиков. Не мешайте друг другу, распределите свои зоны ответственности. Самый эффективный расклад двух медиков в отряде из 9 человек, если мы говорим о перемещении отряда из точки А в точку Б, это когда один медик идет вторым или третьим за командиром, а второй медик последним, замыкающим колонну. И если придется разделиться на две группы, то при таком построении в каждой группе будет по медику. Знайте, раненый боец лежит на поле ровно 5 минут. Потом он автоматически гивапнется. 5 минут – это очень много, так что не торопитесь. Перед тем, как непосредственно приступить, так скажем, к оживлению погибшего, сообщите ему, что вы собираетесь его поднимать, чтобы он раньше времени не гивапнулся, а то все ваши старания будут насмарку. Самое обидное получается, когда вы ползете под градом пуль, вокруг взрывы, в соседнем окопе враг клинок точит, а вы израсходовали все дымы, подползаете к раненому, и он вдруг взял и гивапнулся. Так и хочется кричать: «Сука, какого хрена?» Узнайте, с какого направления и как далеко находится противник, который его подстрелил. Раненый ваш товарищ продолжает слышать, когда рядом перебинтовывается противник, когда двигается транспорт или пехота. Это такая особенность игры. Убитые все слышат, пока не гивапнутся. Вся эта собранная информация поможет вам сориентироваться на местности и не только не погибнуть самому, но и спасти своего товарища. Используйте дымы. Раненого бойца в дымах все равно увидите по соответствующему значку. Определитесь на местности, сможете ли вы после оживления шприцом потом залечить бойца на месте. Если нет такой возможности, то вы указываете раненому, в каком направлении должен переместиться для дальнейшего лечения. Пусть то будет канал, стена дома и прочее. Главное, чтобы уйти с линии огня из-под обстрела. Помните, только что возрожденный вами солдат не имеет возможности быстро перемещаться. Вся его жизненная сила на нуле. Главная ошибка некоторых игроков в том, что когда медик начинает их бинтовать, раненый в этот момент начинает пить из фляги, так сказать, пополнять жизненные силы. И в этот момент они оба безоружные. Надо постоянно говорить им о том, чтобы они контролировали возможное появление врага, пока вы, медик, его лечите. Объяснить бойцу, что у него будет еще время попить из фляги. Если что, то вы по окончании лечения сможете его прикрыть. Бывают ситуации, когда вокруг вас собрались израненные бойцы в ожидании лечения. Объясните им, что такое скопление в одном месте опасно. Одна вражеская граната, снаряд и все, поднимать будет некого, да и неким. Скомандуйте им, чтобы они разошлись, по укрытиям, и вы постепенно, по очереди, всех их потом подлечите. Часто встречаются раненые, которые самостоятельно сами себя смогли перевязать, но их надо все равно долечить. Не подкрадывайтесь к своим сзади. Предупреждайте, что идете к ним для оказания помощи, иначе есть вероятность получить пулю от своих, так как могут вас принять за противника. Если вы увидели, что рядом с вами лежат раненые и убитые из других отрядов, запросите разрешение у своего сквадного. Не выдвигайтесь на помощь без команды. Может быть, у вашего отряда поставлена другая задача, и вам нет времени на оказание помощи. Запомните, это командная игра, и выполнение приказа – ваша непосредственная обязанность. Также в арсенале медика есть еще и бинокль. Из связки с пулеметчиком медик может вести корректировку огня, указывая направление и дальность. А теперь с теми, кто досмотрел это видео до конца, я хотел бы поделиться своими наблюдениями, которые мне очень помогают в данной игре. И первое это наблюдение, когда раненый убитый враг решает гивапнуться, то раздается, так скажем, предсмертный крик агония. Так вот, я заметил, что если убить врага, и он практически тут же издает этот крик, то по всей вероятности рядом никого из других врагов нет. А если он лежит и не гивапается, но нет этого крика, то он надеется на то, что его еще спасут его же медики, а значит, он тут не один. Второе наблюдение. Из-за особенностей игры есть возможность поднимать и лечить раненых через текстуру забора и стены. Но это возможно, если только раненый и медик находятся вплотную к текстуре, препятствует между ними. Ну и третье наблюдение. Если в момент, когда ваша винтовка полностью заряжена, еще раз сделать перезарядку, то у вас в обойме будет еще один патрон. Так скажем, еще один патрон в патроннике.
На этом у меня все. Всем добра и мира. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами на полях виртуальных сражений. До новых встреч! 100 метров от меня.